Так. Пойдем. Ребята, всем привет! Всем здравствуйте! Мы решили сегодня провести стрим чуть попозже, потому что у нас сегодня было интересное путешествие в Золотаревское городище. Да, у нас там раскопки, этот исторический памятник 8-13 века, там было поселение у нас в городе, там раскопки, сегодня там был, назовем это так, день открытых дверей. Вот, мы ездили туда, с Мэйской гуляли, ходили, все смотрели. Ребята, кто-то из подписчиков, из наших там с нами встречался, то есть это нечаянно там нашлись. Вот. Ребят, если вы нас там видели, вам еще раз привет. Сейчас мы вернулись уже в город, в Олимпийском парке находимся. Гуляем тут. Вон Масян тут. Масян, идем. Так, сейчас я камеру переверну на него. Давай, переворачивай. А там не так неудобно. Пойдем туда к елочкам, мы вон попробуем всякие Нечик посидеть на бревнышках, если он сядет. Что такое там увидим? Знаешь, что увидим? Тебе помочь что-нибудь? Я сама справлюсь. Да. Давайте помогу. Все, я справилась. Справилась? Да. Все, привет. Ой, привет. Про городище мы вам, ребят, потом сделаем, как сказать, смонтируем видео, выложим. Туда хочешь сходить, Маш? Да, пошли пока. Ну, пойдем туда. пока там, да. Вот, выложим видео, потому что мы там походили, посмотрели что-то интересное. Дядьки нам дали меч подержать и лук. Да. Нет, было очень интересно. Да. Идем, зайка, куда-нибудь. Было очень интересно. Вот, ну, мы потом вам видео выложим, вы посмотрите. Вот, в принципе, всю историю можно почитать в интернете про Золотаревское городище. Зай, пойдем. Пойдем. А я, кстати, на ваш канал подписана. Здорово! Сейчас как раз вещаем на него. А можешь погладить? Да идите. Только он пыльный. У вас салфетки есть с собой? А меня укусит? Не укусит. Спроси у человека, который подписан. Да, малыш. Явно не укусит. Сидеть. Тронь. Только это. Постарайтесь потом руки помыть. Привет, киса. Потому что он пыльный очень. Гладь. Да не бойтесь. Так, ребята, руки помойте обязательно. Потому что я говорю, вот тут это. Вы видите, да? А он еще котенок, да, получается? Да почему? Ему 3 года. А Что это за- мальчик, да? Кот. Это кот. Вау. А его как зовут? Его зовут Месси. Я потом книгу. Да ты введи просто в интернете, в Яндексе, прям Пума Месси. Там все выпадет. Инстаграма, Ютуба, мюзикла, все будет. Все, что захочешь. Привет всем, кто к нам присоединяется, кто с самого начала. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Кто с самого начала Что такое поздоровался. происходит? Ребят, сейчас я открыла чат, читаю все ваши сообщения. Привет. Очень рада вас всех видеть. Погладьте за меня, Алекс Б. Спасибо большое. Ребята, Ну, только гладь ради вас я пыльного глажу, да, кота. он пыльный-припыльный. Спасибо вам большое. Вы не Ну, представляете, что там какой он пыльный. Мы сейчас Ребят, вот ездили если в будет лес. видно, смотрите. Нет, не видно. Не видно? Блин. Только Мы мне сейчас одному просто видно. ездили в лес, А- и там вот эта вот пыльная такая лесная дорога. Вы не представляете, сколько пыли мы собрали на себя, а Месси на свой хвост. Ну катастрофическое почему? Вот, количество посмотрите. воды. Ну там серая лесная Вот. почва, вот. Какие должны быть, да? До-после. Вот, так что вот. Нагулялись мы прям здорово, от души. Прям вот. Везде полазили, все посмотрели. Сегодня спать будем. Мы без задних ног, а Мэська без задних лап. Точно. Пойдем, Зай, дальше. Пойдем вон туда, мы там еще не были с тобой. Пошли. Иди, дружок, пошли гулять. Да что-то он туда не очень хочет. А куда ты хочешь? Показывай. Ладно, хорошо, куда идти? Показывай, куда идти. Туда, говорит. Так что у нас сегодня был очень насыщенный день. Мы и на занятия сходили, и погуляли.
Раскопки посмотрели, ребят. Честно Культурно. говоря, я ожидал там, я не знаю, ну как минимум там Культурно просветились. трою, которую Шлиман раскапывал, да, вот это увидеть. Так, ну ямы. И в этих ямах когда-то что-то нашли там, да. Вот, что нашли, непонятно. Вот ничего такого особенно сказать нельзя. Ну, нам повстречалась одна женщина, которая дала контакты директора... Это глава администрации Золотаревки. Да, и директор музея, Она который дала, с удовольствием проводит экскурсии, очень подробные, индивидуальные, да. Мы записали номер телефона, хотелось бы, конечно, Поэтому мы туда еще разочек и съездим. понять, потому что то, что мы увидели, мы не совсем... Ребят, кстати, вот Получили такой вопрос, нужную не вопрос, наверное, опрос правильно. Вот, у нас, например, есть такие интересные места, как Золотаревское городище. Ну, вот опять же, то есть, это 8 век нашей эры. Вот, и есть, например, такая тоже интересная вещь, не знаю, знаете вы или нет, но Пензенская область — это родина Михаила Юрьевича Лермонтова, вот, и Куприна. Было бы вам интересно посмотреть именно экскурсию, например, с усадьбы Лермонтова. Ну, Месси там, конечно, присутствовать будет, но основной будет акцент на экскурсоводе, который в этот момент будет присутствовать. Вот. Мы бы взяли индивидуальную экскурсию, то есть Месси был бы с нами, и экскурсовод бы нам проводил экскурсию. Было бы вам интересно это смотреть. Потому Объясняю что... так, еще как бы свою ремарочку в это вставлю. Мы, конечно, будем с Мэйской, но отвечать на ваши вопросы, по сути, ну, просто мы не читать сможем, в чат, да. мы не сможем, потому что это будет как бы экскурсия по Лермонтовскому вот этому вот музею. По Лермонтовскому музею, да. Вот если такое будет интересно, мы с удовольствием бы это сделали, потому что мы в любом случае поедем туда, в любом случае поедем с Месси. Вот. Но если вам будет неинтересно такое вот именно культурно-просветительская такая передача, скажем так, в присутствии Месси, то мы его снимать просто не будем, мы сами по себе погуляем, посмотрим. Чтобы вы не обижались, просто что там я не читаю сообщения или что-то, потому что, ну, перебивать экскурсовода, наверное, будет неправильно, и ему будет неприятно и некрасиво с моей стороны. Вот, что поэтому... это такое? Что это у нас на носу такое Да, висит? конечно, интересно. Главное, чтобы экскурсовода было слышно. Конечно, интересно, очень интересно. Ну, отлично. Значит, можно попробовать. Ну, в любом случае, нам здорово, ребята посмотрят, правда. Да что же, я не Месси никак не могу выловить. А мы сейчас только нос протирали, у нас на нем была большущая паутина. Маша, поцелуйте Месси от меня в красивый носик. Я очень люблю котиков, а ваш просто супер. Я поцелую только дома, когда мы этот носик помоем. Он очень весь пыльный. У него, если сейчас вот видно, у него моська вся аж черная. Вон черная борода. Вот, понюхал. Наверное. Так. Заводи. Ребят, простите, что-то произошло. Что-то произошло. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Слушай, что-то я не пойму, что случилось. Подержи. Держу. Угу. Давай. Держи. Отдал. Все. Потопали? Я думаю, мы пойдем на бревнышке попробуем сесть. Или на скамеечку. Лермонтова было, а музей Куприна было бы интересно посмотреть. Вот, тоже интересно. У нас что еще? Мир ходит. Кто-то пишет, это будет долго. Привет, Маша, Саша и Месси из Кузнецка. Хорошей вам прогулки и стрим. Погладьте Месси. Спасибо большое, Владимир. Погладим, иди гладь. У тебя иду руки гладить, грязные. Да. Кузнецку привет. Грязными руками, пыльными руками по пыльной шерстке. Но я тут место выбрал, которое не самое пыльное. Пыльные, скажу, на лапки. Пойдем, Месси, пойдем на бревнышко сядем. Пойдем? Зайка, на бревнышко, вон туда. По Первому каналу будет еще одна передача с Месси. Но нас снимали только в одной. Если только они из того материала еще что-то сделают. Пойдем, Зай, пойдем на лавочку. Не хочу, говорит, я на лавочку. Ну пускай тут полежит, пускай. Ну, пускай. Сидим с ним здесь. Давай, я сейчас его тогда. Лапочку. Месси место. Я ему сейчас водичку предложу, может он пить хочет. Давай. Почему животным нельзя свинину? Потому что свинина очень жирное мясо. Очень жирное, ребят, на печень плохо влияет. На печень плохо влияет. Жирную говядину, например, тоже нельзя. Вопрос, да, не в свинине, а в говядину тоже. Именно вот, например, в содержании жира. Вы помните, нет, мы рассказывали, когда мы выпендрились, взяли Месси Black Angus, вот эту вот говядину. Случай выдался. Вот.
Взяли ему говядину вот эту. Он отказывался категорически есть. Ветеринар сказал, что жирная свинина, что говядина жирная, это и то, и другое нежелательно. То есть тут тоже нужно понимать, что без фанатизма. То есть, грубо говоря, если у вас кусочек свинины есть, то можно, конечно, его животному дать. Кормить постоянно ни в коем случае нельзя. Привет из Казани вашей дружной семье. От меня Мэйсику тоже поцелуйте, пожалуйста. Сейчас, подождите, Мэйсик напьется. Будете кота мыть сегодня? Споласкивать его сейчас будем дома. Нет, тут просто водичкой Из сполоснем, душа, да. то есть, да, без... А лапку, если попросить, Масюнчик дает? Ну, лапку не дает, ребята, он немножко не понимает, что от него хотят. Мы пробовали, но... Сейчас, подожди, зайка. Пить хочет, сладенький. На еще. Вот у него сейчас моська, как у львенка прям. Львенка моя. Есть тебе еще немножко пократчу. Еще налить? Зай, я налью сейчас еще, подожди. Бля, что-то у меня трансляция приостановилась. Что случилось? Я не знаю. Зай, малыш. Держи. Еще будешь? Боже мой. Вот это водохлеб. Привет, Байкал, вы прекрасны. Спасибо вам большое, вам тоже добрый день. Все? Все, напился? Я могу теперь? считать, что все? Стрим подвис, у меня почему-то тоже подвис. Вышла, зашла, вроде бы все пошло, продолжилось. Именной рюкзачок у Мэйси, да. Да. Мэйсин рюкзачок. Еще будешь воду? Если будет Нет, воду? все, наверное. Будет. Всё будет. Это уже так, из вежливости. Ага. Давай. Лапки себе все облил водой. Малыш. Причмокивает-то как Причмокивает, вкусно, ага. да. Давай, твой нос чумазый вытрем. Давай. Потом Маша тебя сейчас целовать. Маша будет целовать? Я что-то тоже не поняла. Росинка, я, может быть, что-то тоже упустила. Алевтина Фомичева несколько раз, вот я смотрю, просто фамилия ее здесь была. Я тоже не поняла, что случилось. Может быть, мы что-то упустили. Если да, то подскажите, пожалуйста. Что случилось, Маша? Не пойму. Пропустили сообщение, когда стрим? Как раз в чате вставлено. А в чем, к чему, я не поняла. Может быть, Ну, что-то либо до человек этого после было. сообщения шлет, может быть. Слушай, а тут в этом парке девчонки часто занимаются. Одну зовут Настя, я помню. Вторую девчонку не помню. Часто занимается собачками. Можно пойти посмотреть, может они тут. Потому что я вон просто увидел, человек идет с собакой. Да что такое? Почему трансляция приостановлена-то? Я не пойму. Ребята, у вас тоже трансляция приостановлена? Я не понимаю. Связь отличная просто. Все идет. Ну, у тебя же транслируется. Да. Так вот, некоторых людей можно даже заблокировать. Прям даже. Прям даже сразу. Ну, не заблокировать не могу, а вот удалить могу. Здесь не личные какие-то темы мы обсуждаем. Здесь мы смотрим на кота. Да, кота? Кота. Пойдем, кота. Пойдем посмотрим, может там кто-то. Я предлагаю туда к кинологам пойти. Пойдем, зайка. Саша, закинь, пожалуйста. Какие-то перерывы в трансляции, интернет немножко. Давай туда, где народу нет. А, вон, в девчонки беседку с собакой. большую. Пойдем, они нас знают. Пойдем, они нас знают. Пошли им всю тренировку испортим. Ну, пойдем. А вон там собачки на площадке. Да, занимается. Мы тут девчонок немножко знаем. Мы в прошлом году здесь были уже. Мы можем вон туда сесть, на это. Угу. Вон какие красивые. А еще у них Таня с Цербером. Тоже у них делают это, как это называется, забыл. Ну, чтобы собака красиво ходила на выставке. Таня им ставит? М? Таня им ставит? Нет, Таня у них занимается вот для этого. Можно здесь посидеть. Давай. Вот тут такая сцена. Ап! Месси, ап! Девчонки, привет! Здравствуйте. Мэйси, ты, говорят, подрос.
Нет, от собак к мышке агрессии вообще нет. И тебе жарко. Воды тебе дать, друг? Вы же восстановились после активного отпуска? Вроде бы да. Поить? Вода низко есть. Стоп, встали. Нет, малыши доходят сюда и линеечку здесь перед сценой встаем. Ты видел, какая кошечка? Я не знаю. Вивальди кошек Кошек боится. Какая неправильная собака. подрос. Нет, сюда. Давай, вылазь. Вылазь. Не надо. Это ему характер надо воспитывать. И хвост вырос. Хвост вырос. Скажи, вы нас год не видели. Мы тут у вас гуляем чуть-чуть. Пришли вам занятия портить. Че, пошли в общий строй? Пойдешь? Были пятнышки, нет? Остались. Их просто сейчас немножко не видно, солнышко нужно. Мы стоять. Зая. Ну вот, видно. Вот. Есть, вот на этих, на лапках хорошо заметно. Да. При солнце приятно, хорошо видно. Так, хватит уже. Пойдем. Все, сидеть. Мы сидеть. Пройдите вокруг собак. Мы рядом. Рядом. Стоять. Чего ты? Стоять. Стоять. Мышка сам, по-моему, напугался. Рядом. Хорошо. Змейка. Еще. Хорошо. Еще. Все, поздравляю тебе всех собак. Шикарно. Это мы еще волнуемся. Сидеть. Так, как ходите на занятия туда, на запад? Да. Ну мы только сегодня с утра отзанимались, съездили в Золотаревку, оттуда уже сюда приехали. Какая маска красивая, злая. Вообще. Злая, вот мне тоже Прям, да, очень шикарная маска. Прям очень красивая. Все, гуляй, Настя, я, можно. наверное, пропустила по поводу поводка. Еще раз, Гуляй, пожалуйста, можно. спроси, потому что я даже не знаю, куда отлистать. И чё? Идем сюда. Месси, Кошка ап, какая, да? ап. Не Я хочет. кому сказал? Ну-ка, ап. Давай, не мешай собачкам заниматься. То мы это все срываем. Вот я ее... Ну, я не знаю, Саша, все висит. Опять приостановлено. Вроде ЛТЕ. Прям близко жали. Идем рядом. И втроем. Синхронно. Туда, обратно. Яша? Нет. Яша. Что же мне снимать? Вот так тогда? Вот так тогда буду снимать. Ты уже сегодня слушаться не будешь, да, Масян? Это тебя без такого что-либо просить? Стоять. Я спрашивала, от чего зависит у вас выбор поводка для прогулки. Смотрю, то один берете, то другой. Ну, ребят, как один изнашивается, берем другой. Они у нас еще комплектиками, мы модничаем. Поэтому вот этот поводок, он к этому, вот именно к этому ошейнику. Черный поводок у нас к черной шлейке. Вот. Что там у нас еще? Оранжевый поводок к оранжевому ошейнику. Ну да. Но в оранжевом, так как мы ошейник там испачкали очень сильно, да, испортили. Вот, в оранжевом ошейнике мы теперь только на тренировки ходим. Там, где многолюдно, мы короткий поводочек выбираем. Там, где свободно, соответственно, на длинном гуляем. Как-то так вот выбираем. А так ничего такого особенного. С оранжевый, который тряпочный, то есть нейлоновый ошейник и поводок. Очень удобно на тренировках, потому что он, поводок имеет возможность меняться от 80 сантиметров до 1,5 метра в длину. Вот, увеличивать с ним очень удобно. Кота! Эй, кота мы. Нет, я все вот так вот. Маечка. Солнышко.
Маша, вы же с львами обнимались в тайгане, как пахнут львы. Честно говоря, я их не нюхала. Я даже, нюхал. да, ведь как они пахнут? Ну, у них есть такой специфический запах, но не яркий. Я вот даже не обратила внимания. То есть нет какого-то яркого такого запаха, нет. Маш, ну не могу описать. Львы пахнут львами. Помнишь, как Настя описывала, чем пахнет леопард, да? Она сказала попкорном. Вот это очень сложно. Ну да. Очень сложно сказать, чем. Почему-то прерывается трансляция. Поищу. Пойдем, да. Ну все, девчонок мы Прогуляемся проверили, у них все хорошо. У них все хорошо. Потому что висит прям. Пойдем, мы это. Ну мы еще к вам как-нибудь зайдем. Да вот так вот просто. Хулиганит. Он вообще в шоке. Он в шоке. Вообще, Такой серьезный вообще. понимаешь? Какая серьезная собака? 42. И так боится. Да разве так можно? Ну иди понюхай. Эй, серьезный собака, иди понюхай. Все, не буду никого нюхать. Пойдем, пойдем, зайка. Пойдем, мы девчонку выставляем все занятия. Пошли. Не пойду никуда. И еще вопрос. Давай. Так, Зай, пошли. Все, мы пойдем. Все, хватит. Все, хватит. не хочет никуда он идти уже. Ну, Маш, у них занятия все-таки. Ну, понятно. Так, подожди. Мы же, когда мы занимаемся, мы просим, чтобы нам не мешали. А они вежливы, они не попросят, надо самим удалиться. Так, еще вопрос. Прижилась ли в использовании ваша лапомойка, которую Саша мыл лапы, мы если на улице? Конечно. Ребят, прижилась, я вам Сейчас даже больше особенно скажу. То есть, осень вот, когда были дожди, когда, собственно, в принципе, грязно на улице, всегда с собой берем. Ну, то ее хватает на 4 лапы, на 2 сапога. Постоянно. Он не кусается. Будешь 7-я кого съест. Да нет, не кусается, шучу. А сколько он стоит? Не дороже денег. Пума. Ребята, мало того, что прижилась, еще больше смогу сказать. В связи с тем, что это вот керхер, да, и он распыляет, то есть через мелкие дюзы. Вот. Когда у нас включали на 2 недели горячую воду, я сам под ним мылся, потому что ему хватает, ну, где-то 10 литров воды, ну, 2 чайника и тазик разбавленный. Его хватает вот на всего меня. Очень удобно в этом плане. То есть и Мэйски лапомойка, и папа мойка. А сколько он ест? 1,5 килограмма мяса. И больше он ничего не ест? А зачем ему еще что-то? Ну что, пошли дальше? Пойдем. Пойдем? Пошли, Мася. Пойдем. Хаски симпатичная, да? Вот я говорю, это прям... Я не увидела А, не даже. посмотрела? Ну, это, маска такая злая прям, ну прикольно злая. Я не увидела даже, Саша. Как искусственно прям под глазами накрашено, как, знаешь, Джокер. И еще есть Джокер такого, вот, из старого фильма. Не тот, который Хит Леджер играл, а такой вот более древний. Мне просто ничего не понимаю. Иди кушай птичку. Хочешь птичку? Не надо. Ну ладно. Да он и не будет. Идем. Идем, зайка. Что там интересного? Ты здесь, я так понимаю, смотришь, да? А здесь нет у меня чата. Где я буду еще смотреть? Да. Почему-то у меня здесь не прогружается. А вы когда покупали, она была маленькая? Ему был уже целый год. Он уже был достаточно взрослый. Ну куда пойдешь? Показывай. Куда тебе интересно? Он худой, вы его хоть кормите? Вы что? Разве он худой? Он очень подтянутый, стройный. он стройный. Ты красавчик. Он ни на килограмм не похудел с того момента, как его взвешивали. Он просто из-за того, что пух у него вылез, он стал вот выглядеть худее. Но в весе Нет, он нет, нисколько нет. не потерял.
Кот И сейчас в на зиму он отличном, опять... шикарном состоянии. Сейчас- Физическое состояние у нас идеальное. Конечно, Просто. и сейчас на зиму он опять наберет пух, и вы все будете говорить, как он поправился. Он не поправится, он просто наберет Да нет, я даже, честно говоря, смотрю, что есть даже еще что скинуть. Смесь, иди сюда. Иди ко мне, малыш. Вот это вот то, что здесь. Это я не пойму, это мы уже начали на зиму набирать. Вот это вот, мамончик, который у нас Ну, висит. там чуть-чуть. Ну, пока чуть-чуть. Ну, это, я так понимаю, мы на зиму уже начали набирать. Потихонечку. Потому что у нас аппетит стал повышаться ближе к зиме, вот ближе к осени. Вот, кушаем очень хорошо, с удовольствием от добавки не отказываемся. Крым, кусочек, здравствуй. Крем А кусочек то сейчас поедем. подумают, что да, игнорируют его сообщение. Красивый, Ну, самое здрасте. главное, Здесь умная будешь лежать. Пума. Нам с дочкой очень нравится ваш канал. Спасибо большое. Мы живем в Пензе. Спасибо большое. Да, из-за Зови. шлейки проплешины появляются, мы поэтому ее перестали Да. носить. Ребята, вот про шлейку. Ну, ребят, мы Мгм. уже раза 3 предупреждали, Почему да, не еще раз шлейка, вам почему говорим. Вот, повнимательней со шлейкой, то есть шлейка не для постоянной носки. Шлейка это вот там, ну я не знаю, 3 раза в неделю ее можно одеть, но не постоянно. Гулять с собакой в шлейке там, или с котом в шлейке не очень хорошо. Первые проплешины, которые мы заметили, это появились вот здесь. Вот, под мышками. Именно вытирается. Ребята говорят, то есть с кем еще общались, говорят, вытирается еще вот тут. Но у нас вот здесь проблемы не было, то есть на ключицах, да, вот именно под мышками начало вытираться. Может, у нас просто такая модель именно шлейки. Нам ребята сами с площадки сказали, кто с собаками гуляет зимой. Вот. Они заметили, мы потом тоже сами начали наблюдать более внимательно. У Мэйси собачий поводок. Ну, как бы Ну, на пумячих кошек- пока Да, нет. пумячих пока не продают. Мы только от вас ушли. Ошейник с поводком потрясающей красоты. Что главное, идут Мэйсик. Спасибо большое. Мы под его цвет как раз и выбирали. Мыски Очень вообще рыжие очень красивый, да. подходят. Вот такие вот ошейничек, поводочек. Это мы на Первый канал такие нарядные ходили. Да, у нас получилось, что мы ехали с отпуска. У нас на Первый канал у нас был только наш оранжевый в гудроне испачканный поводок. Пришлось быстренько найти что-нибудь, чтобы... Ребята, у вас проблемы со презентабельно съемным микрофоном еще есть или вы уже решили? А как вам по звуку? Нормально? Нас слышно обоих? Что мы говорим? Нет, ну они, наверное, имеют в виду про съемный микрофон. Ребят, петличку мы сейчас планируем купить. Ну да, я просто... Это все понятно. Я просто уточняю, что вот... Просто мне кажется, что на Samsung микрофон намного лучше, и звук, по крайней мере, когда мы На Samsung, видео да. с моего и Сашиного телефона выкладываем, допустим, то разница прям в звуке очень сильная. Ну да, это... На моем намного тише, хотя... Нет, ну ничего Samsung специально вообще там не шикарный добавляется, аппарат, то есть поэтому- прям замечательная Поэтому просто камера. мне даже интересно, вам самим тоже стало слышно у нас обоих лучше? Потому что когда я со своего телефона вела стрим, говорили, что меня слышно хорошо, а вот тех, кто рядом, плохо. Ай-яй-яй, у собачки улетела палка на ту сторону забора. Саша, Маша, привет. Как же я вас люблю. Но Мысика я люблю больше, не обижайтесь. Шутка, я вас всех очень-очень люблю и обожаю. Жду всегда от вас фото, видео и стримов. Спасибо большое. Котен, ну вот ты нашел, где лечь. Пойдем на Да, травку. сейчас телефон. Сейчас с телефона, с Samsung с телефона. Поэтому вот интересно, как вам слышно. Да, мне слышно. Я, насколько знаю, у Samsung 2 микрофона. То есть верхний и нижний. Может быть. Мы живем в городе Пенза. Я смотрел, как вы на ТВ были, как у вас дела, как отдохнули, купались. Спасибо вам за то, что поддержали нас просмотром видеоролика этого. Ну, кто-то видео смотрел, кто-то по телевизору смотрел. Нам очень приятно, что вы нас поддерживаете. Отдохнули мы отлично, только очень чересчур активно, пожалуй. Ну да. Отдых такой был у нас. Мы же там, помните, да, кто смотрел, кто все время канал, мы же там, получается, приехали, буквально через 2 дня поехали к ребятам в Сочи понянчиться с Марселем. От Марселя мы вернулись, к нам уже приехали гости, подписчики. Потом, после того, как они уехали, мы поехали уже в Крым, в Тайган. С Тайгана вернулись, еще пару дней покупались и уже потом поехали в Москву на съемки. Ну что это такое? Я не про телефон, я про съемный микрофон. Мы съемный микрофон еще не купили, Ребят, мы не сейчас купили, выбираем. да. Кот, мальчик, самец. Мальчик, самец.
Привет из Твери, восхищаюсь вами. Сколько сил вложено в воспитание. А вы всем разрешаете гладить котика? А то я на улице часто сталкиваюсь с тем, что хозяева очень ругаются, если просишь погладить. Вы знаете, мы не всем разрешаем. Мы не всем, да, ребят. То есть все зависит Есть у нас только от неприятные какого-то, некоторые да. люди, как-то и подходят очень по-хамски нагло. Ну, когда вот, да, Таким людям выражение из разряда братан, дай потискаю», ну, в такой ситуации я обычно всем отвечаю, чтобы не приставали, не надо, он кусается. Ну, сами понимаете, да. вообще отговорка шикарнейшая, или человек исчезает Совершенно прям прекрасно. за 2 минуты. Вот. Поэтому нет, не всем. Еще смотрим на реакцию самого кота. Мы, откровенно говоря, вообще, в принципе, по животным судим, с каким человеком мы общаемся. Если к нам домой заходит человек, которого мы видим крайне редко, да, и у нас Месси, там, грубо говоря, под кровать прячется, Кира за диван, то мы тоже как-то предвзято начинаем к человеку относиться. А если же приходят люди, и у нас там все коты расплылись по ним и просят ласки, мы тоже как-то начинаем к этим людям уже с симпатией относиться. Живем мы за городом, поэтому выгуливаемся мы тоже за городом. В городе нас можно увидеть только на площадке. 3 раза в неделю, да, 3 во раза в время неделю занятий. на площадке, да. Да, и площадка у нас, ребят, кто еще не бывал на Олимпийской аллее, площадка у нас оттуда будет переезжать она будет в место не настолько удобное, поэтому кто нас хочет там увидеть, поторопитесь. Буквально через 2-3 недели мы переедем на другую площадку, там будет больше снарядов, больше площадь площадки. Вот, заниматься там будет нам значительно удобней. Вот, так что, но это не такое прогулочное место, как Олимпийская аллея, так часто вы туда приехать не сможете. Если только Да. целенаправленно ради там, просмотра тренировки. Полностью классное ваше видео на море. Месси полностью не заходил в море. Нет, вот полностью он не пошел. Там, в принципе, и нам-то сложно было полностью зайти, потому что очень большие камни были. Ну, Неудобный такой заход. зато море но- чистое. Да, море невероятно чистое. Машуля, давай вот его перетащим все-таки к лавочке. Мне Давай, тоже хочу я сесть. бы тоже хотела присесть. Мась, пойдем, зайка. Вон до лавочки добредем. Пойдем даже вот прям по Так, газону. окрестности там. Можно сейчас сфотографировать? Да, пожалуйста, фотографируй. Мы сидим ко мне. Мы рядом. Ну, у нас тут везде природа. Красивая. Рядом. Рядом. Хорошо. Место сидеть. Иди садись. Иди садись. Иди. Вот здесь держи за ошейник, чтобы он просто не вертелся, а то он иначе в камеру смотреть не будет. Вот, все. Что-то он... О, тяжело. Милый такой. Спасибо большое. Пойдем, кататься. Сколько ему лет? 3 года. 3 года. Пойдем, вот. Пошли на лавочку. Я тоже хочу посидеть. Ты один сидишь. Пошли. Пошли. Или он, может, в беседке место есть. Может. Долго смеялись, когда Саша, ведущий на передаче, назвал бессмертным человеком. Как он сказал еще, этот человек говорит, без инстинкта самосохранения. Пойдем. Пойдем в беседку. Пойдем в беседку. Пойдем в беседку. Смотри, там беседка какая. Клевая. Пошли. Планируете ли вы еще встречи с Цезарем? Да, конечно. Ребят, ну мы с Цезарем, то есть мы, по крайней мере, с ребятами общаемся постоянно, видимся не так часто, потому что работа и у нас, и у них. Вот. А по телефону у нас бесконечно. Это там из разряда: Саша, что ты делал, а что ты вот с этим делал, а ты какую прививку ставил, ну и так далее, и так далее. Вот. То есть общение по телефону у нас постоянно. Вплоть до того, что мы находимся в Москве, звоним Саше: Саш, ты где брал поводок с ошейником там? Вот. И Вплоть едем до туда такого. же, И да? едем туда же, да. Про Тайган. Хотим поехать. Смотрели, вам понравилось? Да, ребят, ну, Ну, съездить стоит. съездить стоит, да. Съездить стоит. У всех свое мнение по этому поводу. Нам что-то понравилось, что-то не понравилось. Ну А да, так, ну тут вы поймите правильно, мы съездить, тоже, да, мы однозначно. смотрим не просто там зоопарк, да, не просто гуляем по какому-то там парку. Мы ищем, грубо говоря, там единомышленников в каком-то своем... Чего такое, помочь что-нибудь? Нет, у тебя просто опять отваливается цвет. Вы что, Почему-то зря обновили выключается. программу? Что-то он отваливается. А, Что-то Ну. пошло не так. что-то пошло не так. Вот вам красивая мордашка. Мы ищем, ребят, именно там кого-то из единомышленников, людей столько же увлеченных собственными животными, да, как и мы, ну, пока безрезультатно. Вот.
Что-то похожее и есть там у людей, да, но, по крайней мере, по духу нам не близки. Нет, Машуль, я только в Ютубе смотрела. Хочу, чтобы у вас было 100-500 миллионов просмотров. 100-500 миллионов? Спасибо. Мы тоже хотим. Спасибо. А еще одна передача по первому будет. Как я поняла, вы победили в голосовании. Мы победили в голосовании, но, честно говоря, Ребят, понятия не имеем, что да. это за собой дальше влечет. Какие-то еще нас куда-то пригласят или что? Или это просто интернет-голосование, и в интернете будет потом выбираться Что победитель? будет происходить, Потому да. что я так понимаю, что передача выходит каждый день, и выходит уже достаточно давно. В каждой передаче есть победители. Как-то они потом в номинациях каких-то будут или что, вообще непонятно. Что будет, если вы отцепите его с поводка? Ничего не будет. Просто зачем это делать в общественном месте? Непонятно. Ребят, да, закон нужно чтить, и тем более, еще раз, да, то есть вот мы это говорим практически каждый раз на эти вопросы. Вы поймите правильно, у нас не собака, к нам очень пристальное внимание. Если вот по себе просто посудить, вы идете по парку, гуляете, мимо вас пробегает, грубо говоря, овчарка. Ну, пробежала и пробежала, куда-то там умчалась за каким-нибудь там фрисби, не знаю, за палочкой. Вот, ваши действия. И другой вариант, мимо вас пробегает, не знаю, там леопард, к примеру. Вот. В каком случае вы будете вызывать, громко верещать и вызывать милицию? Хотя оба животных вели себя абсолютно идентично. Поэтому позволить себе таких вольностей мы не можем. Вот. Да и ни к чему это. И опять же, как мы уже говорили, мы на стороне закона. Если закон говорит, что в общественных местах нужно гулять на коротком поводке, значит нужно гулять на коротком поводке. Были ли у вас ситуации, когда Месси пытался защитить вас от кого-либо или чего-либо? Только друг от друга. Да и то. Да и то. Ну это вот, знаете, Это как так, там поверещать вам. дома балуемся, играемся там, да, визги, писки и тому подобное. На это у нас оба кота реагируют, прибегают там защищать, кто кого обижает, там кому помогать. Вот. Попытки есть. Ты будешь еще водичку? Все понятно с водичкой. Виталий спрашивает, ОБС-студию используете? Настя, вот честно, еще ни разу не использовали ее, потому что дома у нас интернет плохой, и это нужно выбраться куда-то на улицу, чтобы это... В любом случае, Виталий, огромное спасибо за то, что нам помог, и если вдруг что-то, то мы обязательно к нему обратимся, если вдруг что-то у нас пойдет не так, вот, но пока что не было возможности использовать, потому что это только с компьютера, а домашний интернет не очень тянет. Попробуем еще поставить, может быть, не мегафон, а что-то другое, и тогда, конечно, будем пробовать использовать его. Ну, мы же вызывали, собственно говоря, людей, они замеряли возможности интернета, то есть хотели купить усилитель, то есть вопрос был даже не в цене, а в том, чтобы интернет был хороший. Вот, не получилось. Ребята приехали, сказали, говорят, хотя, да, может рады. быть, вот правда, может быть, попробовать... Ой, у кого язык? Язык? Ой, батюшки. Язык. Тихо, не спугни язык. Язык на улице. Смотрите, этот смешной язык. Ой. Мэсь. Вот. Ты так охлаждаешься? Нет, это у него просто такой... Ребят на велосипедах мимо ехали, да. Отвлекли его, он забыл язык на улице. А язык не простудится? Выглядишь ты сейчас смешно. Дурачок такой. Вы с нашей настройкой пробовали стримить? Вот надо попробовать с этой настройкой. Может быть, действительно нам не придется даже интернет. Ну что ты делаешь? Ну что, балуюсь? Ну что я должен делать? Если у кота язык на улице остался. Зай, может убрать язычок обратно? Зайка. Покупные петлички часто плохие. Если Саша спаяет микрофон к разъему, будет шикарное качество. Я покажу, что и куда, и открою секрет качественной пайки. Это очень просто. Может, вы нам спаяете? Ну, ребят, ну мы хотели именно, то есть именно петличку, микрофон, да, потому что он позволяет разговаривать и на расстоянии до 50 метров. В стриму, кто у нас смотрит, вы видели, да, что Маша у нас находится в одном месте, мы с Месси можем ходить там налево, направо, куда-то там прыгать, бегать. Ну, вот. Поэтому вот петличка самый оптимальный вариант, беспроводная.
Вроде бы по качеству нашли одну из, достаточно неплохую, бюджетный вариант, скажем так. Вот. Цена чуть выше среднего. Ну, по отзывам неплохая. То есть шумов мало, задержка достаточно короткая между передатчиком и приемником. Вот. По отзывам хороший У агрегат. Мишки такая грязная мордочка, еще мокрая, вся в пыли, еще и мокрая. Так чумазенькие такие выглядят. Чумазенька. Ой, ты мой чумазенька. Давай тебя Хэштег вытрем. не берете для таких фотосессий? Вот мы сегодня, кстати, Как? Сегодня мы его использовали. с этим хэштегом очень много у нас было Вот. фотографий, да, мы его с собой Всё, у нас с собой. носим, пользуемся, спасибо огромное. И на пэтшоп поедем, тоже с собой его возьмем. Цезарю еще привет не передавали, потому что мы с ними еще не виделись. Как увидимся, обязательно передадим. Да, мы еще после отпуска, ребят, не виделись, что-то какими-то там шутками в WhatsApp поперекидывались, пока больше ничего, ребят еще не Крым видим. кусочек собирается работать в Тайгане. Да? Ну, если он не шутит, я не знаю. Это уже обожаем Моисеева мама с папой. Моисей днем в будни дома один не скучает, вы ведь на работе. Ну, ребят, ну Да коты он спят. спит. Они Да. с Кирой вместе вот в выходные, по крайней мере, вот в субботу, например, в 10, в 11 они легли спать, в 4 только они просыпаются. Ребят, ну у кого есть коты, вы прекрасно знаете, да? Когда коту делать нечего, он сразу спать ложится. Ну, что один, что второй у нас часов 18 в сутки прям легко могут спать. Да, он днем спит. Что-то у всех опять лагает интернет. Ну, мы на месте, мы даже не шевелились. Ну, хотя, может быть, вышка сотовой связи немножко Да подзагрузилась. вроде бы вот я чат смотрю ну, то есть я смотрю чат, смотрю как раз эфир, и у меня все вот отлично. Не знаю почему. А что-то мы на одном А месте. Маша была на первом? Конечно, Маша была на Конечно. первом. А как же, ее там А в кто кадре же тогда... показывают. Нет, а кто же вот тогда, по вашему мнению, снимал все вот это закулисье? Конечно же, Маша. Маша всегда рядом, она просто всегда за кадром, поэтому все думают, что с Мэйси только Саша, что занимается с ним только Саша, гуляет с ним, ладно, только Саша, но все остальное, все видео мы снимаем... Чаще всего я снимаю. Да, наш бессменный режиссер, папарацци. Просто я всегда за кадром, поэтому вам и кажется, что меня нет, а я всегда рядом. Тихий парк очень. Было ли у вас, когда Месси ходил в туалетную кровать? Ни разу не было, вы что? Нет, Для него кровать это большое вообще для него поощрение, священное да. место. Он в качестве... Ну, конечно, он может там хитростью залезть, там как-то, я не знаю, помурчать, помурлыкать, его пускают. Но он понимает, что это привилегия, и нет, ни разу не было Это такого. да, кровать это прям поощрение. Я не знаю, это вот как там, грубо говоря, это как написать на собственную премию. Тебе начальник премию дает, это такой, да, я вот так вот решил отблагодарить вас. Ну, он спать укладывается, нет? Микрофоны отдельно, передатчики отдельно. Ну, я вот в этом вообще не смыслю. А, то есть вы хотите сказать, что передатчик брать отдельно, а сам микрофон, который в передатчик И самим вставляется... паять. Угу. На море нет, мы не через Волгоград ездили, мы Через Ростов мы через ездили. Ростов, да, как-то Да. мы вот по другой. Как Яндекс повел, так как короче было, Ну, так как и короче, да, мы поехали. по времени смотрели. И в основном, ну, собственно говоря, выловили все платные дороги, которые только могли. Но, правда, получилось быстрее. И, откровенно говоря, мы уже были готовы платить, потому что это сократило нам, по-моему, около 4 часов пути, а это очень много. Много ли шерсти от Месси по квартире? Когда линяет, очень много. Весной очень много прям, ребят. Вот сейчас линька прекратилась, сейчас мы в зиму начнем обрастать, то есть линьки тоже не будет. Вот следующей весной прям можно валенки вязать Да, мы и будем. валять. Кто-нибудь, кстати, умеет прясть или у кого-то, может быть, знакомый, кто умеет прясть? Потому что у нас будет много шерсти пумячей. Да ну как много-много. Будет много-много. К весне будет много-много. На варежки только хватит. Теплые, наверное, получится, Мощан, из тебя варежки. Останавливается все-таки. Да? Месси социальнее, чем Цезарь. Естественно, Месси социальнее, чем
чем цезарь, потому что, во-первых, это два совершенно разных животных, их нельзя сравнивать. Вот одну пуму с другой пумой еще можно сравнить, а пуму с леопардом в принципе нельзя сравнить, во-первых. Давайте по-другому, ребят. Месси — это единственный из крупных кошачьих на данный момент, по крайней мере, который содержится в домашних, а не в вольерных условиях. Он единственный. Больше в мире нет. И это касается не только пум, это касается и, в принципе, всех крупных кошачьих. Поэтому некорректно сравнивать, на самом деле, это животное с кем-либо другим. У них отдельная судьба, отдельное содержание, отдельные условия и история. Масяну от кота Чипа из Подольска. Спасибо, Алексей. Делать футболку с Машей. С Машей? Да, чтобы все знали, что ты всегда я рядом. Зато на стриме говорит больше Маша. Маша, не плакай. Да вы что? Я вообще не переживаю по этому поводу. Как вам Лев Олежка вживую? Очень дружелюбный парень, поздоровался, лапой поздоровался. Олежка молодец вообще, да, хороший мальчишка такой. Вот. Еще вот из тех, кто понравился, молодая львица, это вот, которой я рот рукой прикрывал. Вот. Такая молоденькая, игривая, имя не помню, имя египетское какое-то, ой, не Клеопатра. Клеопатра, да. Вот. Имя Нет, Клеопатра это была, которая пошла да, всех да, сразу да. понюхать, а другая вот та молоденькая львица как-то по-другому. На ней даже пятнышки видно, вот она еще здоровская была в плане того, что и лапкой потрогать там, да, и рот открывает, типа вот давай играть. Ну она прям игру. Ну она прям играться, да, просилась. Герду в тайга не погладили. Герду, конечно, погладили. Это, мне кажется, самые прекрасные львицы там, наверное, во всем. А вот что хочу сказать по Белая. Клеопатре, а у Клеопатры самая мягкая шерсть. Да, У шерсть нее очень мягкая шерсть, прям вот кардинально отличается от всех остальных львов, прям мягкая-мягкая. Конечно, не как у Мески еще мягче шерсть, да, вот у нее прям мягкая-мягкая. Остальные же львы все-таки так пожестче шерсть, ближе к собачьей такой, ну, овчарка, пожалуй, да, вот на ощупь такие, более жесткая. Клеопатра очень мягкая была. Понравился ли вам Крымский мост? Ну, ребят, Крымский мост, как сказать, понравился. Титаническое сооружение, да, длинные, огромные. По сути, когда ты едешь по нему на автомобиле, ты видишь только хорошую ровную дорогу, 3 полосы в одну сторону, отбойник, в обратную сторону то же самое. Освещение хорошее, потому что мы и сумерки на нем цепляли как раз. Вот. Особо отвлекаться на красоту влево-вправо, собственно говоря, на Керченский пролив не получается. Во-первых, и стоят заградительные щиты, вот, скоростное движение, достаточно быстро ты двигаешься. Ну, фундаментальное, громадное сооружение, но вот когда ты по нему двигаешься, ты этого не замечаешь. Дорога и дорога, шоссе и шоссе с хорошим асфальтом. Заёныш, ты как вообще? Ты как вообще, валяться будешь? Месси красавчик в Пензе живет, пусть нам оттуда приветик пришлет. Мы же со Станкиной рядом живем, тоже привет ему пламенно шлем. Спасибо. Вы знаете, скажи, не может нас еще... загораживаешь? Я наоборот отполз, чтобы его не загораживать, тем более своими пыльными ботинками после леса. Зайн. Мэйську уже засыпает, надо его домой везти. Да, сейчас будем собираться. Мысюша уже носом клюет, вот-вот. Будем собираться, домой поедем. Да, Мэйсечка сладкий, отдыхать поедем, зайка. Я уже приехал, скажи. Да, Я смотрю, он прям такое укладывается ощущение. реально. Давай, пойдем уже к машине. Зайка, что, наверное, к машине пойдем, да? Нет, спать здесь не будем, спать будем дома, хорошо? Вот домой приведем. Будем мыть. Как вы относитесь к каракалам и каракетам? Ну, ребят, как сказать, с каракалами хорошо. Каракета, ну вот только видели. хорошая кошка, да. Но есть у нее один минус. В туалет они ходят так же, как сервалы. Да. А если вы не знаете, как ходят в туалет сервалы, для дома ничего хорошего в этом нет. Опять же, да. Ну вот каракалы, они полегче. Мелкие кошки, это все-таки для вольерного содержания. Все, он спит, Саша, давай его повезем. Все, собираюсь. Все, я рюкзак закидываю. Ну. Все-таки лучше для вольерного содержания. Очень не у многих они живут дома, но в основном живут
каракалы, ребят. Сервалы писают на стену, причем на стену на высоту до 1,5 метров. Отучить их от этого нереально. Ребята там, то есть, кто заводчики, кто содержит, они пробовали уже и стерилизовать, и кастрировать. То есть, причем метят так и самец, и самка. Стерилизация не решает этого вопроса, то есть проблема остается. И поэтому, то есть, представьте себе, что у вас дом весь на высоту до 1,5 метров, ну, уделом. Вы живете постоянно с тряпкой. Да, будете с тряпкой постоянно. Поэтому сервал животное достаточно хорошее, но у него, кстати, мощные лапы. У нас есть знакомые, да, я думаю, что да. у каракета тоже мощные лапы достаточно. Маша, у каракалов не знаю. У каракета. Я сейчас про сервала говорил. Я Вот. поняла, просто У каракала, ну вот мелкие, что, мы связывались что, только с Дэнди, когда Дэнди болел, нам нужно было делать ему уколы, вот надо было и подержать его колоть. Ну, сильное очень животное, особенно в панике, когда болеет еще и напуганным. Животное очень сильное, очень крепкое. Но справились мы с ним тогда. Конечно. Вдвоем с Ильей мы его забороли. Стримы с животными, с другими будете проводить, как раньше? Будем. Да, ребят, будем. Я думаю, как раз к ребятам с каракалами поедем в конце месяца этого, да, договоримся с ними. Вот. Надеюсь, что в этот раз обстоятельства не будут против нас. Вот. К ним поедем обязательно. А гепарды не умеют втягивать когти. Вы знали об этом? Конечно. У гепардов очень много, ребят, особенностей. Гепард — это животное, например, которому не грозит инбридинг. Инбридинг — это межродственные связи. Почему не грозит? Потому что после последнего ледникового периода гепарды практически вымерли все. Осталась очень небольшая группа. Ученые сейчас не могут выяснить, то есть либо 8, либо 11 их было. То есть по генетической линии смотрят. Вот, сколько их осталось из этой группы, то есть гепарды после последнего ледникового периода размножились. Поэтому, то есть инбридинг им в принципе не грозит, то есть межродственные связи, которых боятся каждые заводчики, каждая, собственно говоря, организация, которая даже занимается собаками, кинологические клубы, они боятся именно межродственных связей. Вот, гепардам это не грозит. У гепардов очень много достаточно таких вот интересных вещей. Мало того, что у них не втягиваются когти, вот, они еще вдобавок к тому же самому могут жить прайдами, но это индивидуально очень у них. Мы пойдем, малыш. Вот. Что из такого еще интересного? Ну, про скорость у них вы знаете, что они способны развивать скорость до 121 км в час, максимально зафиксированная. Машину, меня там будет не слышно, это точно. Пойдем. Пошли. Машина, все, домой идем. Пойдем. Маленький, пойдем. Вот. Лисичка все еще ходит на тренировку? Нету, ребята. С лисичкой хозяйка попрощалась. Вот. Нет, не сдюжила, не справилась. Привет вам из Токио. Спасибо. Токио, привет. Мы пойдем в машину уже, зайка. Пойдем в машину. Идем рядом. В Тайгане есть гепарды? В Тайгане есть гепард, но мы так и не нашли его, не смогли. Да, На карте нарисовано одно место расположения, по факту оказалось совсем другое. И мы ходили, бродили, так и не нашли, потому что он очень большой зоопарк. Жалко, мы, конечно, вот гепарда очень хотели посмотреть, но не посмотрели. Вот, кстати, гепард... Сейчас, подождите. Пойдем, Мэйс, пойдем, Маша. Идем, Маша. Ты куда? Да? Пойдем, давай. Он не ходит. Что это такое? Он сам бежал сюда. Да? Да. Так. Так, на чем мы там закончили? Кстати, гепард — это генетически родственник пумы. У нас их всего два. Это кошка ягуарунзи и гепард. Это вот генетические родственники пумы. Месси хотел на танцплощадку просто, мы не поняли. Ну, возможно. Да нет, он спокойненько домой.
Домой, малыш, да? Домой к машине. Домой, конечно. Да мы сами устали, он уж тоже устал. Пойдем, мама. Пойдем, малыш. Пойдем. Не Пойдем. бойся, не бойся. Там нет машины, там тебя не обидит никто. Машину скажи ей. Ну мы же к своей идем. Пойдем, к нашей машине. И домой поедем сразу. Пошли. Пойдем, сладкий мальчик, пойдем. Моська твоя сонная уже. А по-моему, никто не собирается. Да не. Ну, встал, сразу расходился. Угу. Зай, пошли. На кроватку пустите уставшего. Только после того, как сполоснем под душем водичкой. Сейчас пыль потому вымоем что из кота. очень пыльный до невозможности. Его прям вытряхивать и вытряхивать. Пылесосить. Ой, какое-то сообщение не по-русски. Спасибо большое. Thank you. Thank you. Донат просто. А как ответить, даже не знаю. Ну скажи имя, да. Масеночек, сладкий, ну пойдем. Вот так вот. Так, надо вот как-то будет переместить вот эту штуку с донатом. Какую? Да вот, которая Ну это сейчас, может, закончим и переместишь. Да, обязательно. потому что получается, что закрывает. Обязательно переставим. Подожди, тут пыли сколько, ты посмотри. Потерпи. Да, коты вообще сейчас должны спать, поэтому наш тоже должен спать. Так что сейчас мы поедем домой уже отдыхать, сами уже устали. Ну что? Хорошо, что есть Саша и Маша. Спасибо за отличное настроение. Завтра еще раз внимательнее пересмотрю. Спасибо Терпите, вам послезавтра мы большое. уже что-нибудь новенькое выложим. Спасибо большое, ребят. Спасибо, что с нами провели время. Спасибо, Росинка, что ты тоже. Мы уже даже не сообщаем как-то о наших изменениях и забываем уточнить, потому что сейчас ехали тоже из леса, связи там не было. Вот, спасибо, что вы всегда следите, всегда приходите. Я за крабами пойду сейчас. Классно, везет вам. За крабами. Владивосток опять. Хулиганит. Или успехов. Мурманск. Вам успехов пожелали, это был немецкий. Спасибо большое, что есть кто переводит, потому что я немецкий не знаю в принципе вообще. Вот я тоже сейчас подумал. Ведь люди-то общаются не только на английском и русском, а еще и на немецком, испанском, итальянском. Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, пожалуйста, свяжитесь с нами. Это перевод иероглифов. Дальше, да, стримы будут, как обычно, в час. Просто тут вот у нас был такой Не незапланированный. могли мы раскопки, ребят, пропустить, да. Очень хотелось. А мы заготовки в паре, где мы вам на промо привезем. Привозите, будем ждать заготовки ваши. Соленья всякие, варенья. Это что там у тебя за поле чудес начинается? Я все пропустил. Настя. А, Настя? С мамой, наверное, там заготовки готовят. Вкуснятину всякую. Видео с раскопок будет? Будет. Мы сегодня снимали, обязательно будет. Ну, во вторник, Небольшое, наверное, выложим, небольшое, но будет. А нам еще нужно видеоотчет с моря. да. Мы вам хотим еще видеоотчет такой всех наших приключений с моря выложить, такой коротенький. Ну да, Всех ярких сочинение, моментов, как да. я провел лето. Будет классно. Вот. Ну тогда в пятницу выложим с раскопок. Ну там, ребят, правда-то, блин, вот, ну это не раскопки трое, поймите правильно. Ну да, это Там, звучит просто громко. Да, вот по факту то, что сути. мы увидели, это ямы, да, из которых что-то достали, ну, что-то колышками огорожено. Там ничего не лежит, то есть там не сидит дяденька вот этот вот с кисточкой, там, да, смахивая аккуратно там с древней амфоры пыль. Нет, этого ничего нет. То есть вот тут мы что-то откопали, то, что мы откопали, идите смотрите в музей. Саша подумал, что это Владик, но нет, в Севастополе есть тоже крабики, и я есть, это Крым кусочек. В Севастополе сестренка собирается переезжать туда жить следующим летом, будем к ней ездить, будет нам крабов присылать.
Спасибо вам большое, что мы поедем тогда домой. Да. Ребят, Потому спасибо вам огромное. Устал уже, Всем солнышко. всего доброго. Спасибо Да, до всем следующего большое. воскресенья.